Здравствуйте, друзья! Сегодня 22 мая 2025 года, это Анапа. И этот въезд на море я называю Дубовой аллеей, потому что вот это все у нас дубы. Кто не верит, что это дубы, вот можно рассмотреть эти листики. Они дубовые. Сейчас по всему побережью все проезды к морю перекрыты для транспорта, чтобы всякие там не ездили. Не исключение и этот проезд. Но на велосипеде я сейчас быстренько это проскочу, это препятствие. Тут мы видим, что работала техника, все поизрыто, поизъезжено. Кто-то приехал на велосипеде и на самокате, вот оставили их здесь. Но я не буду свой велосипед оставлять. У меня уже раз его воровали. Здесь стоит еще штаб МЧС. Хотя многие уже штабы снялись. Вот даже биотуалет стоит с маркировкой ЧС. Ну и вот оно, морюшка. Уже здесь. Дорога вся, пляж весь изъезжен. Вот машины МЧСовские ходят. Вот трактор его догоняет. В общем, если раньше, да, каждый заезд машины это был событием, жаловались вплоть до прокуратуры Азовско-Черноморской, ГИБДД, во все инстанции. Сейчас, понятно, сейчас ЧС разъезжают как хотят. Хотя проезд ограничили, и уже хоть левые машины не ездят, а только спецтехника. Здесь мы видим все те же валы, или, можно сказать, это один вал, он такой длинный, укрытый сеткой зеленой. И вот этот жгут тоже, который должен улавливать мазут. Если разобраться, есть на нем какие-то вкрапления. И есть вот такие капельки, и есть вот такие вот. То есть, если так всматриваться, то да. Да. Не все еще благополучно. А море как море. Вполне такое чистое. Но если вот присмотреться, вот смотрите, впереди по курсу, а это лежит абсолютно целиком замазученная бутылка пластиковая. Пластик, ему свойственно притягивать мазут на себя. Вот недаром сети эти стелят, потому что на них очень хорошо мазут прилипает. Кстати, на человеческие волосы тоже, говорят, очень хорошо. Сегодня со мной целый парк фототехники. 2 объектива, Helios и Jupiter 37A. И еще дополнительно камера Panasonic TZ30. Начну я, наверное, сейчас с Юпитера. Посмотрим вдаль, да, и давно я им не пользовался, тем более с блендой. Вот мужчина здесь собирает мазут, и сейчас увидит ли он эту бутылку. Он без перчаток. Да, ее очень трудно, конечно, убрать. Так, тогда мы переведем мой объектив вот сюда, вдаль. Тут такой замечательный парусник есть. Оказывается, я снимал на
закрытой диафрагме. Сейчас я диафрагму полностью открыл. Ну, я не знаю, будет ли у меня пересвет. Вот надо как-то мне уточнить это. Я не знаю, будет ли пересвет. Сейчас попробую посмотреть этот кадр, ну, просто в мониторчике прокрутить. А вообще надо, конечно, брать с собой ND-фильтр, а я сегодня его не взял, тоже поэкспериментировать. Ну вот, возле дюн можно увидеть отдыхающих, загорающих. Вот я навелся на тот корабль вдалеке, который стоит. Но резкости такой, конечно, нет. Даже на том вот мониторчике, я же его проверяю, резкость. А ждать от этого объектива резкости такой бритвенной нельзя, потому что он считается таким художественным объективом. И даже ценится тем, что он резкий, но мягкий. И особенно вот ценят его женщины, потому что он скрывает все дефекты кожи. Особенно, когда снимаешь портреты. Так что моя видеосъемка — это все только эксперименты. Пока еще только эксперименты. И поэтому мне интересно снимать разными объективами, с разными установками экспозиции. Сейчас я точно прицелился по этой девушке в красной майке, то есть фокус выставил. Но она уходит, и фокус тоже должен уходить. Вот так вот не просто снимать этим объективом. А бутылка это все лежит. Не знаю, конечно. Мужчина вот собирает какие-то там крошки, ну пришел без перчаток, без мешка, абсолютно неподготовленный, еще в белых кроссовках. Ну как так можно? Снимаю с рук. До этого снимал с монопода. Ну вот машины так и снуют по пляжу. То же самое, только с монопода. Поставил его на песок. И вот совсем не касаюсь. О! Вот сейчас совсем не касаюсь его, потому что когда его придерживаешь, все равно какая-то дрожь передается. Ну вот некоторые люди, вот как эта женщина пришла, расстелила
покрывало. Не знаю, будет ли купаться или нет. Но когда, конечно, машины вот туда-сюда ездят, то это, конечно, действительно неудобно, когда мимо тебя проносятся машины. Ну, посмотрим, будет ли она купаться. Ну, люди вот так, в общем-то, подтягиваются, но одинокие, просто ноги помочить. Ну, там вот далеко видно, что кто-то тоже собирается купаться. Вот, наконец-то, парень решил убрать эту бутылку. Не вынесла его душа. Отнес он ее к валу. Ну, а тут у дюн, конечно, песок чистый, сюда мазут не дошел, поэтому тут все хорошо. И если через них вот так перейти, то вот там есть очень хорошее, я думаю, уютное место, где можно и загорать, и, может быть, пикничок устроить. Красота. Еще немножко лирики. Тут, кстати, камера наблюдает за пляжем. По-моему, еще и поворотная она. Все, сейчас сяду на велосипед и поеду обратно.